Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Наша жизнь проходит в постоянной суете и повседневном круговороте забот. Одни наслаждаются постоянной трудовой активностью, другие с нетерпением ждут выхода на пенсию. И для первых, и для вторых жизнь после выхода на пенсию кардинально меняется. Такие перемены нередко могут вызвать стресс. Хочу поделиться идеями, которые помогут жить счастливо на пенсии и сделать этот период жизни радостным и продуктивным. Как подготовиться к выходу на пенсию? Как говорил Туве Янсен, если кто-то не знает, что такое выйти на пенсию, то можно пояснить, что это значит. Делать в тишине и спокойствии лишь то, что тебе хочется, но только для этого надо стать достаточно старым. Как и любое важное событие в жизни, выход на пенсию требует определенной подготовки. Имеется в виду моральный настрой. Многие воспринимают возраст после 60 как конец жизни, списывают себя со счетов общественной деятельности и не знают, чем занять себя в пенсионный период. Крайне важно расценивать жизнь на пенсии не как закат, а как долгожданный отпуск и дополнительное время для реализации своих желаний. Только от внутреннего настроя зависит, какой будет ваша старость, активной и счастливой, или же проведенной в унынии перед экраном телевизора. Ведь выход на пенсию дает нам бесценный дар – время для себя, для родных и близких, друзей и знакомых. Как выжить на пенсию? Финансовая сторона вопроса. В европейских странах человек при выходе на пенсию уже имеет денежные накопления, которые способны обеспечить безбедную старость. К сожалению, для пенсионеров стран СНГ выжить на пенсионные отчисления практически невозможно. В этом случае есть два выхода безбедной старости. Первое – помощь детей и внуков. Правильное воспитание, любовь к своим детям и внукам – это своего рода инвестиции в безбедную старость и достойную жизнь на пенсии. Ведь если с младшим поколением выстроены доверительные отношения, на протяжении всей жизни прививалось уважение к старшим, сохранялись семейные традиции, то такое воспитание и есть гарантия того, что родители не будут брошены на произвол пенсионного фонда. Второе – самопомощь. Изначально о своем обеспечении в старости необходимо задуматься еще до выхода на пенсию, откладывая небольшой капитал. Но в то же время нужно помнить, что жизнь после выхода на пенсию не является окончанием трудовой деятельности человека. Современные пенсионеры находят возможность подработать, например, освоив интернет и занимаясь удаленной работой. Возможность дополнительного заработка доступна каждому, необходимо лишь найти подходящее дело. Для заядлых дачников это может быть продажа собственноручно выращенных продуктов. Для любителей вязать и вышивать – реализация одежды ручной работы. Хобби, приносящее доход – это верный вариант, который не только решит вопрос дополнительного заработка, а еще и займет свободное время пенсионера. По словам Вана Дэшуня, дело совсем не в вашем уме или возрасте, пусть их определяет природа. Дело в том, что вы сами способны определить, сколько вам лет и чем вам можно заниматься, а чем нет. Старость заключается в голове, а не в теле. Есть много идей для дополнительного заработка пенсионерам. Это работа вахтера или консьержа, продажи через интернет, репетиторство, продажи домашней выпечки, тайный покупатель и многое другое. Но как быть тем, кто не нашел себе интересного хобби? Займитесь собой. После 60 как никогда необходимо уделять пристальное внимание к своему здоровью. Если в бешеном ритме дом-работа, работа-дом не находилось времени для посещения спортзала, то сейчас есть возможность ввести в свою жизнь физические нагрузки. Начать можно с малого. Например, обзавестись полезной привычкой совершать длительные пешие прогулки. Йога, плавание или танцы займут ваше свободное время, приведут организм в надлежащую физическую форму,
а также поднимут настроение и зарядят позитивом. Мало кто знает, но правильное питание – это не только залог внутреннего здоровья, но и неплохая экономия денег. Замените магазинные пельмени куриным филе, шоколадки и прочие сладости фруктами. Поставьте овощи во главу своего стола. И вы сами убедитесь в том, насколько благотворно это повлияет на ваше самочувствие. Приобретение новых навыков. Только тот, кто всегда готов познавать что-то новое, никогда не состарится в душе. Для гармоничного развития всегда необходимо идти в ногу со временем. Изучайте языки, осваивайте интернет, пройдите обучающие курсы. Развитие на пенсии пойдет только на пользу. Смена имиджа. Наконец-то появилось время перебрать свой гардероб и выбросить все устаревшие вещи. Кто сказал, что после 60 нельзя выглядеть модно и красиво? В любом городе есть недорогие магазины одежды. Можно воспользоваться также услугами интернет-магазинов, где есть абсолютно все по доступным ценам. Саморазвитие. Жизнь после выхода на пенсию не должна останавливаться и замирать в анабиозе. Процесс саморазвития должен быть постоянный. Читайте книги, ходите в музеи и театры, изучайте компьютерные технологии. Это поможет поддерживать в тонусе память, сохранять здравый ум, а также получать новые позитивные эмоции. Активное общение. Не стоит ограничиваться лишь воскресными посещениями внуков и телефонными разговорами со взрослыми детьми. Найдите единомышленников, друзей своего возраста, чтобы вместе проводить время. Общение не должно ограничиваться посиделками на подъездной скамейке. Вместе совершайте прогулки, съездите на отдых или сходите куда-нибудь. Современным пенсионерам, освоившим интернет, открываются обширные просторы виртуального общения в социальных сетях. Большинству пенсионеров финансово недоступны дальние поездки. Но ведь и в родной стране есть много интересных и красивых мест, достопримечательностей, которые можно посетить. Не пренебрегайте таким отличным способом узнать что-то интересное и получить новые впечатления. Не стоит закрываться дома и отгораживаться от внешнего мира. Как говорил Сенека Луций Анней, и старость полна наслаждений, если только уметь ею пользоваться. Доказано, что активные пенсионеры живут гораздо дольше тех, кто предпочитает проводить пенсионный период в прострации перед телевизором. Есть даже такие, активность которых настолько бьет через край, что даже молодежь с восхищением называет их сумасшедшими пенсионерами. Спокойная старость – это не про них. Прыжки с парашютом, занятия серфингом, пешие походы – все это доступно даже в возрасте от 60 лет. Жизнь на пенсии может быть даже лучше, чем до нее, так как есть время и возможность раскрыть в себе неизведанные ресурсы, попробовать реализовать себя в новых сферах жизни. Найдите верный способ, как счастливо жить на пенсии. Проведите с пользой и позитивом этот период вашей жизни. Поделитесь в комментариях, чем вы занимаетесь на пенсии. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить самое интересное. Ссылка будет в описании. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!